всего хотелось бы вам сказать, от чего у человека возникают заболевания. Это известный факт. И вот в чем он. Смотрите, послушайте внимательно, хотя я понимаю, что многие просто не поймут то, о чем я говорю. Когда человек начинает заниматься эзотерикой, или у одного человека, вот вы были маленькими и говорили, пусть сегодня меня не спросят, и вас не спрашивали, а потом пусть сегодня меня спросят, и вас спрашивали, а потом говорили, пусть там Маша на меня посмотрит, и Маша смотрела, а потом сколько бы раз не повторяли, пусть Маша посмотрит, Маша не смотрела. И тут такой вопрос, никогда с этим не сталкивались, а у каждого человека был этот опыт, я знаю и уверен в этом однозначно. Почему у одного человека не получалось, вот почему иногда получалось сделать так, чтобы вас не спрашивали, а почему в другой раз не получалось сделать так, чтобы вас спрашивали и не спрашивали. Дело в том, что наше сознание, оно может действительно изменять структуру окружающей действительности в случае, если оно питается или оно имеет определенную энергию. Данная энергия, она называется психической. И что такое любое заболевание? Любое заболевание — это истощение по каким-то принципам психической энергии. То есть у человека не хватает психической энергии. Что есть онкологическое заболевание? Это потеря психической энергии до максимальной нормы. То есть это потеря психической энергии, при котором уже ее не хватает даже на жизнь. Теперь еще раз слова, которые я хочу вам сказать. Что такое психическая энергия? Психическая энергия — это энергия, которая появляется в виде хороших внутренних чувств, которые возникают у человека на протяжении дня, жизни, месяца, лет. Вот на протяжении всей жизни человек накапливает психическую энергию чем? Там покушал, ему приятно, там вдохновлен чем-то, приятно, хорошая музыка, хорошее кино, там еще что-то. Но расход психической энергии создает антипсихическая энергия. Что такое антипсихическая энергия? Это энергия, которая в противовес психической энергии создает у него эмоцию не радости, а эмоцию страдания. Эмоция страдания, она не накапливается, она создает или расходует ресурс психической энергии. Есть только психическая энергия. Она находится у человека в груди, имеет вид огня. Когда этот огонь у человека горит и уровень психической энергии большой, то человек здоров, у него все хорошо, у него много радости. Что такое много радости? Какие-то системы внутренние коммуникации, воспитанные самовоспитанием человека, которые на протяжении жизни создавали у человека те ресурсы, в ходе которых он начинает от чего-либо получать удовольствие. Так, допустим, человек, который ни от чего не получает удовольствия, ни от чего, у него могут появляться трудности, и он накопленную, или человек каждый рождается с определенным количеством психической энергии. То есть человек рождается с определенным объемом, данным ему на жизнь. То есть объем его психической энергии может равняться, допустим, 1000 единиц. И человек ни от чего в жизни не получает удовольствия. Какое удовольствие у человека возникает? Удовольствие — это не обязательно поели, поспали. Удовольствие может быть ментальное, физическое. Удовольствие в момент того, когда он радуется чему-то. Но здесь компонент удовольствия, он связан еще и с ощущением и осознанием. Это не просто поржать, это не просто потанцевать. Это удовольствие от того, что встал, проснулся, поел вкусно, видишь кого-то, сидишь. То есть это, скорее всего, обращать внимание на свой комфорт. Обращать внимание и учиться обращать внимание на то, что ты можешь еще что-то может доставлять тебе комфорт и максимально выраженный комфорт. То есть учиться видеть цвета, учиться слышать музыку, получать удовольствие от чего-либо, от прикосновений и так далее. Это невозможно, если человек еще и не живет в настоящем моменте. Но люди часто съезжают еще с психической энергии, не получая удовольствия, начиная вспоминать. Каждое ваше воспоминание забирает у вас психическую энергию. И каждые ваши мечты
забирает психическую энергию. Если вы сильно мечтаете, теряете психическую энергию. Если вы сильно в прошлое ныряете, теряете совесть, теряет психическую энергию, обида теряет. То есть все, что заставляет человека жить не в настоящем, все, что заставляет человека чувствовать страдания, все это расходование психической энергии. Поэтому, когда человек начинает болеть, то он болеет в итоге резким потерей психической энергии, либо медленной потерей психической энергии до момента, пока не появится боль. Боль, как ни странно, помогает человеку накапливать психическую энергию, потому что боль и яркая радость, они между собой связаны одной точкой. Она называется в нашей голове nucleus accumbens. И называется ядром прозрачной перегородки, которая находится между гипофизом, шишковидным телом и гипофизом, эпифизом и гипоталамусом. И он находится в самой передней доле, в глубине наших больших полушарий и примкнут как бы в виде такого темного ядра. Вот это темное ядро есть у всех животных, есть у всех абсолютно там млекопитающих и так далее. Вот это темное ядро прозрачной перегородки, nucleus accumbens, оно отвечает за состояние радости, состояние наслаждения, состояние счастья. Вот это маленькое 5 на 5 миллиметров компонент, он очень влияет на состояние здоровья человека. Когда человек страдает, то этот nucleus accumbens, он хочет безумной радости, максимально яркой. Но человек, в отличие от безумной боли максимально яркой, не может получать безумную радость максимально ярко. Мы же не можем получать радость на протяжении 20 минут. А боль мы можем получать на протяжении 20 минут, 50 минут, годами, часами. А что такое боль? Боль для вот этого компонента или нашего nucleus accumbens, ядра прозрачной перегородки, является тоже накоплением психической энергии. Поэтому, когда у человека болит, то это компонент, который фактически помогает человеку накопить психическую энергию. Часто люди, которые болеют или заболевают, они там тяжело болеют или легко болеют, они лежат в больнице, им помогают. И очень часто мы замечаем, что у человека, который болел и который попал в больницу, где его лечили, особенно вот какими-нибудь инфекционными заболеваниями. Я часто это видел, в моей практике было такое, что мне приходилось работать санитаром в больнице инфекционной, где я работал какое-то время, зарабатывал деньги, особенно по ночам, днем я работал там, где мне нужно было, а по ночам приходил, спал в инфекционной больнице. И работая, я часто видел преображение людей, которые приходили, допустим, там, со скарлатиной или с дифтерией, или с рожистым заболеванием, ну, с разными заболеваниями, или с там, дизентерией. И в острых формах болели тем или иным заболеванием, находясь в этих боксах. А я приходил периодически, там, следил за ними, снимал температуру, вел журнал и смотрел. И мне было очень всегда интересно, в каком состоянии приезжал человек и в каком состоянии он уезжал. И вот всегда, когда люди приезжали, они приезжали, понятно, что это обострение заболевания, тяжелая форма, но они выглядели страшными, черными, уставшими и так далее. И после того, когда люди выходили, мне всегда поражало, насколько они выглядели лучше, насколько они молодели, красивели, насколько они вдохновлялись чем-то. То есть перенесенная боль, перенесенная температура, перенесенное заболевание, оно очищает человека. Я часто вижу, что люди молодеют после перенесенного вирусного заболевания. Это я часто замечаю. Стоит человеку переболеть там ковидом или переболеть вирусным заболеванием, то у него улучшается внешний вид, улучшается даже красивее человек становится. Это вот своего рода очищение, вот такое очищение болью происходит. И к чему я хочу это все сказать вам и к чему хочу вас привести? Часто люди начинают задаваться вопросами, в которых одно и то же. Почему я болею? Так вот, человек болеет от того, что на протяжении жизни человек не может научиться хоть от чего-нибудь испытывать состояние удовольствия. Оно может быть микроскопическое, но мы очень часто это просто пропускаем. Нужно научиться вновь себе произносить эти волшебные слова, о которых я постоянно рассказываю. Эти волшебные слова, они связаны с тем, что
Обращайте внимание, ведь вот смотрите, люди обычно живут, они не обращают внимания. Почему болезни, я сейчас объясню. Они обычно не обращают внимания, то есть у них появилась боль в колене. Почему появилась боль в колене? Потому что вы, и тут такое не обвинение, как бы констатация фактов. Как работает сама система? Она говорит: вот мы тебя наказали за то, что ты не обращаешь внимания на колено. Но у вас есть второе колено, которое не болит. И человек обычно, он говорит: вот болит колено, что же мне делать, болит колено. А все должно быть наоборот. Когда у человека болит колено, он должен сосредотачиваться на втором, которое не болит. То есть болит колено, он должен перевести свое внимание на то колено, которое не болит, и говорить буквально такие слова: вот это колено не болит, оно золотое, молодец, хорошее мое, ты не болишь, ты хорошая, мне нравится. И дальше сказать, почему вам хорошо с коленом. То есть сказать себе: оно у меня не болит, я могу на него наступать, оно у меня золотое, оно у меня в ноге, нога у меня родная, я ее люблю, мне хорошо с ногой. Представляете? Вот если произносить эти слова колену здоровому, то происходит процесс лечения здорового колена, и происходит процесс, который называется адаптирование, или еще у детей есть такое, называется адаптоз. И декомпенсация называется такой процесс. То есть у человека происходит процесс декомпенсирования. Обычно происходит наоборот. Если болит правый тазобедренный сустав, человек страдает. То есть он говорит: ой, как болит, я уже не могу, как же меня замучило, сколько это может продолжаться. И происходит процесс декомпенсирования. То есть, тогда тебе больно, тогда мы эту боль перекинем на левое бедро. Потому что ему сильно больно с правой стороны, а сделаем ему сильно больно с левой. То есть происходит процесс декомпенсации. Очень тебе здесь болит, супер, теперь сделаем здесь, чтобы болело меньше. А может быть декомпенсация в обратную сторону. Когда у человека болит с правой стороны, человек себе говорит: зато с левой не болит, зато левая у меня здоровая, зато левая вообще не болит, зато с левым хорошо. Вот болит с правой стороны под лопаткой, зато с левой не болит. А как мы ее используем? Зато с левой не болит, зато там приятно, и руку приятно поднимать вверх и вниз, и приятно, что это плечо есть, и приятно, что шею можно повернуть, и приятно, вот что здесь все приятно. Когда будете произносить приятно, то у вас от этого появится сначала ощущение наслаждения тем, что у вас есть этот участок вашего тела. И в дальнейшем 1-2 раза кольнет там под правой лопаткой и пройдет. Я говорю это серьезно. Когда у вас есть под правой, допустим, там заболевание. Часто заболевание это не есть заболевание одного синапса неврологического, а заболевание это система. То есть заболевание, когда у вас болит под правой лопаткой, энергетически может просматриваться как полоса нервных импульсов, которая более сильно болит. В медицине есть такое понятие, как иррадация. То есть более сильно болит, иррадируя. И даже на вершинах этих иррадирующих тканей есть воспаление. То есть иррадация с воспалением. Но это все передается как бы в центральный импульс и локализовано в одну точку. То есть центральный импульс в одну точку, и у вас очень сильно болит. Но если так расслабиться и медитировать на то, что у вас болит, то окажется, что болит не одна точка, а она как бы расширена. Или там, допустим, когда матка болит, или там яичник болит, то если расширять и смотреть, где болит или где максимально болит, то окажется, что максимально болит в одной точке, но если рассматривать дальше и шире, то болит вот таким пятном. И часто это пятно может идти там в большой палец на ноге, или там в указательный палец на руке, или там затылочная боль может идти аж в легкое, или там, допустим, боль под лопаткой с правой стороны, это может быть связано, всегда связано с 12-перстной кишкой, а под лопаткой с левой стороны может быть связано, как правило, связано с язвенным заболеванием желудка. А там определенные шейные позвонки, допустим, там 4, 5, 6 шейный позвонок часто связан у нас с заболеваниями иммунитета и часто связано у нас с остеохондрозом грудной клетки. А остеохондроз грудной клетки у нас часто связан с гипофункцией щитовидной железы и так далее. И вот
Человек — это кубик Рубика, но мы при этом не рассматриваем данное заболевание с позиции, где оно находится и как оно болит. Именно поэтому с самого начала, когда мы начинали заниматься, я начал вам говорить слова. Я говорил: скажите, где вам стало легче, помните? Но вы из-за того, что вы устроены по другому принципу, патологоанатомическому, то есть что такое анатомия и что такое патологоанатомия. Анатомия — это здоровый человек и его устройство. Устройство здоровых органов, устройство там здорового позвоночника. Что такое патологоанатомическое? Анатомия — это устройство болезни, то есть как болезнь выглядит в здоровом человеке. То есть анатомия — это легкая выглядит вот так, патологическая анатомия — это легкая выглядит после перенесенного заболевания. То есть там нижняя доля мумифицирована, как при эмфиземе легких, или средняя доля поражена, как при фиброзе, или сверху увеличены лимфоузлы, как при муковисцидозе и так далее, или как при лимфогранулематозе. То есть у человека появляется патологические, анатомические. Человек часто, заболевая, начинает воспринимать себя с позиции патологоанатомии. Он является носителем физиологических изменений болезни и начинает себя воспринимать с позиции больного человека. Но я хочу вам сказать, что это видоизмененное сознание, видоизмененное состояние, и так относиться к себе нельзя. Каким же образом необходимо к себе относиться? Вы должны относиться к себе так, как будто, первое, вы здоровый человек, то есть у вас везде все здоровое. А там, где болеет, то это, скорее всего, выход из правил, чем правило. И как привести психически себя к тому, чтобы это правило сработало. Для того, чтобы физически и физиологически привести себя к тому, чтобы это правило сработало, вам необходимо перейти в состояние, при котором вы находите возможность найти здоровые органы свои. Допустим, давайте проведем эксперимент. У вас сейчас болит какой-нибудь орган или болит с какой-либо стороны. Допустим, у вас болит шейный отдел позвоночника, вы не можете повернуться, или у вас болит рука с левой стороны, там не можете поднять. Кстати, иногда бывает, что у вас рука и слева болит, и справа. То есть рука болит, артроз уже и с левой стороны, и артроз плечевой с правой стороны. Это не супер, конечно, но вы должны себе сказать: все это есть моя рука, и все это есть моя рука, и она и с левой стороны, и с правой. Но у этой руки есть локти, и они здоровые. И я радуюсь от того, что эти локти здоровые. Я радуюсь от того, что кисти здоровые и пальцы здоровые. Я радуюсь от того, что у меня шея пока еще здоровая. И она может у меня поворачиваться хоть в какую-то сторону, но поворачивается. Я радуюсь, что она поворачивается хоть в какую-то сторону. И так повторять. Я радуюсь, что у меня кисти шевелятся, и пальцы сжимаются. Или там палец не сжимается. Я радуюсь, что остальные у меня шевелятся, остальные пальцы шевелятся. Или у человека болят яичники, там один яичник с правой стороны, а с левой стороны не болит вагина, не болит влагалище, не болит матка, не болит с левой стороны яичник. Вот то, что там болит с правой стороны, зато слева не болит, зато слева так приятно, зато так приятно, оно хорошее. Как же мне нравится, что у меня не болит, как же мне нравится, что у меня не болит. И давайте это сделаем. Как же мне нравится, что у меня не болят глаза, как же мне нравится, что у меня не болят волосы, как же мне нравится, что у меня не болят уши, как же мне нравится, что у меня не болит левое ухо, и такое хорошее, мне нравится, что я могу слышать, слышу, и левое ухо не болит мое тоже, и я могу слышать им, что и в левом ухе ничего не чешется, и в правом ничего не чешется, и шума нет у меня в правом ухе вообще никакого, вообще нету шума. И в левом ухе у меня, мне нравится, что у меня в ухе тихо, и шума никакого нет. Мне нравится поворачивать шею в левую сторону, так приятно, и в правую сторону так приятно, и плечи, и руки свои поднимать, у меня ничего не болит.
Нравится, вы поняли, как необходимо делать. То есть вы должны на этом ориентироваться. Человек может мне задать вопрос, а что делать с щитовидкой? Нужно говорить, а мне нравится, что она у меня есть, с ней все равно лучше, чем без нее. Нравится, что она у меня на таком красивом горле, нравится, что под ней что-то находится, нравится, что когда я глотаю, она шевелится, она такая хорошая. Нравится, а что делать с грудями? Нравится, что у меня груди есть. Нравится, какие не есть, они мои. Там одна осталась. Там нравится, что грудь есть. Нравится, что там есть где-то мое тело. Нравится, что в теле что-то происходит. Нравится, что в голове что-то происходит, что в теле что-то происходит, что в ногах что-то происходит, что вообще что-то происходит. Нравится, что глаза хоть как-то видят, нравится, что уши что-то слышат, нравится, что я глотаю, и это проходит. Боже, сколько радости, оказывается, есть в нашем физическом теле, которые мы, оказывается, не замечаем. И что мы писать ходим, это счастье, и мне это нравится. И нравится, что почки работают, и это нужно почувствовать. А если болит весь кишечник и желудок, если болит весь кишечник и желудок, рот ведь не болит. Он же у вас не болит. А кишечник у нас связан с ртом, а рот не болит, и там щеки не болят, и зубы не болят, и пищевод не болит, и глотаете, у вас проблем нет с тем, чтобы глотать. Глотаете, это все проходит. А почему болит? А болит у вас он потому, что у вас это связано с психикой. И это связано у вас с психикой, потому что вы болеете болезнью, которая называется функциональная диспепсия. И весь кишечник у вас болит не заболеванием кишечника, а болит он заболеванием психики. Поэтому такие седативные препараты какие-либо, как только начнете принимать, сразу же отпустит. Какие это препараты? Из моей компании Серантал, Паставит. По 2, по 3 таблетки можно 3 раза в день принимать. И вот перестанет болеть. Я одному человеку за 1 час вылечил заболевание кишечника. Его зовут Слава. Он, кстати, очень плохой человек, потом меня очень сильно киданул. Зря. Сейчас сидит в тюрьме. Я его не посадил. Я не сажу людей в тюрьме, даже если они сделали что-то плохое. Я считаю, что так человек не может отдать мне долги, если он будет в тюрьме. Почему? Он быстро состарится, а я хочу забрать у него самое дорогое. Что это? Время жизни. Я хочу забирать у людей время жизни и жить долго. Это единственный способ продлить свою жизнь, у своих должников забрать время жизни и счастье жизни. Пусть зато у меня много психической энергии. Человек, киданувший меня, автоматически отказывается от своей психической энергии. Где же он будет ее брать? Как он ее будет собирать? При помощи чего? Ну и зря он это делает.